Если вы думаете, что в Одессе пошел снег, то нет, вы ошибаетесь. У нас открылся аквапарк, и это в воздухе летает белая пена, потому что, как я правильно поняла, там сегодня пенная вечеринка. Сегодня 31 мая 2026 года, последний день весны, и мне кажется, что одесситы захотели провести его ярко где-нибудь в Аркадии. Посмотрите, как все красиво цветами украсило. В воздухе уже по-настоящему пахнет летом. Посмотрите, какое оно пушистое. Просто такой сплошной пушистый шар. Класс. Привет, привет из Одессы. У нас сегодня была тихая, спокойная ночь, без воздушных тревог. У нас прекрасное голубое небо сегодня, потеплело, и хочу вам сказать, что по лицам людей видно, что все стали немножечко счастливые, хотя бы в данный момент. Дальше увидите, сколько людей сегодня в Аркадии. Как только пригревает солнышко, как только в выходные, конечно же, все едут в одно из самых курортных мест Одессы. Так, здесь открылось новое мороженое, и я увидела, что есть новинка, и такого вы еще точно не ели. Я увидела, что здесь есть мороженое со вкусом борща. Не знаю, это правда или нет. Хочу его найти. Со вкусом апероля уже сегодня второй раз вижу. Чтобы вы понимали, какая очередь за мороженым. Пригрело солнце, в итоге стало немножко жарче. Не так холодно, поэтому смотрите, сколько людей. Смотрите, здесь есть мороженое лосось с кунжутом. Здесь вы можете увидеть, какие цены на мороженое и на напитки. Взагалі є, дякую. Я блогер по... Є ще картопля з кропчиком, мені сказали, і смак борщу, але наразі закінчилося. Мороженое со вкусом борща пользуется популярностью, его разобрали, сказали, есть еще мороженое со вкусом картопельки с укропчиком. Ну, мы будем заходить с вами периодически смотреть. Не знаю, как-то я даже не думала, что можно придумать мороженое с таким вкусом. Помните, мы с вами приходили на ротонду полюбоваться морем. Будет здесь новинка. Здесь будет заведение, которое называется Руф, крыша в переводе. Вот здесь, по-моему, все готовят к открытию. Наверное, уже просто так не зайдешь. Ну, здесь, наверное, на крыше все сделали. Я думала, всю ротонду закрыли. Но вижу, что здесь еще делают ремонт. Какие-то бочки стоят. Не знаю, открылось заведение или нет. Пахнет краской. И вот там вот, видите, что-то будет. Но, кстати, там просто потрясающий вид, конечно же, потрясающий обзор на город. Вроде бы как должно было быть уже открытие, но я вижу, ребята работают. Наверное, еще его не было. Перенесли, возможно, из-за того, что похолодало. Потому что вчера должны были открыться новые заведения, но так холодно, что не все сейчас едут к морю. Смотрите, что здесь по-быстрому. Можно перекусить, рыбка, цаца есть, картошка фри. Еще что-то во фритюре. Так, креветочки. Здравствуйте. Я блогер, поснимаю. Можно, да? Спасибо. Что это у вас там готовится или еще ничего не готовится? Паэлья даже есть. А вот здесь где-то, да? Да, вот смотрите. Там паэлья готовая. И вот вы в Одессе можете ощутить, как будто вы в Испании. Девушка очень приятная здесь. И вот цены вы можете посмотреть на то, что здесь можно отведать после отдыха на пляже. Так, спустимся вниз. Здесь ремонт набережной. Но набережная еще перекрыта. Обход по верху. Кто не знает, кто едет на велосипеде, это считается продолжением трассы здоровья. Если раньше там был проезд, то сейчас, видите, стоит техника. Не проехать, не пройти. Ремонт запланирован, по-моему, до конца этого года. Вот, кстати, схема объезда есть. Кому интересно, можете ознакомиться. На пляже большинство людей одеты. Сегодня штормит. Ага, но кто-то все-таки и загорает. Море сегодня красивое, очень пахнет водорослями. И я вижу, их повыбрасывала. Люди на пирсе, видите, наслаждаются шумом волн. Кстати, температура воды, пишут, 16-18 градусов.
но не знаю. Море, вот на этом пляже грязное, в водорослях. Прибила водоросли, пойду посмотрю с другой стороны. Но это не грязное, считается, просто в водорослях. Я лично в такой воде купаться не могу. Здесь платный пляжик в прошлом году новый появился, но видите, они еще не спешат ставить шезлонги, в принципе, он еще не работает. Так пахнет море, я просто обожаю аромат моря. И все потому, что много водорослей, знаете, такой характерный аромат йода в воздухе. Супер. На берег тоже немножко водорослей повыбрасывала. Послушайте шум одесской волны, черноморской волны. Кто-то все-таки загорает. Но хочу вам сказать, что северный ветер дует и не очень приятно. Здесь вроде бы как делают какой-то пирс, но сегодня воскресенье, поэтому вижу, никто не работает. Здесь недавно, в прошлом году, сгорело заведение Труман, но вижу, что-то все закрыто, либо что-то новое построят до лета. Я вижу, что-то новое до лета, в принципе, здесь и будет. Так, по-моему, штормом вытащила все буйки. У нас сегодня плюс 16, плюс 19 градусов воздуха и примерно плюс 16, плюс 18 градусов воды. Во всяком случае, пишут так в интернете. Видите, люди разделились. Кто-то в пальто, а кто-то загорает. Здесь уже, посмотрите, другое течение и совершенно чистая вода. Море сегодня штормит, и между пирсами прям действительно большие волны. Люди, конечно же, идут плавать, нырять в волны, и хочется всех предупредить, быть предельно осторожными. Черное море не шутит, течение у нас бывает достаточно сильное, накрывает волной, и просто невозможно вынырнуть. Поэтому будьте осторожны, если хотите купаться в шторм. В пятницу в Ибице было открытие нового сезона 2026 года. Выступала Надежда Дорофеева. Вчера было выступление Одиссея. Было огромное количество людей. В принципе, как всегда, Ибица собирает полный танцпол. Ну, а сегодня просто многие днем приходят что-то вкусное съесть и отдохнуть на пляже у бассейна. Как я уже сказала, и как вы поняли с начала видео, в Одессе открылся аквапарк Гавайи, который находится прямо на Аркадийской аллее, но и видно, что несмотря на то, что достаточно прохладно, отдыхающие уже есть. Когда жарко, особенно на выходные, здесь возле кассы вы можете увидеть просто сотни людей, потому что все приходят с детьми просто на целый день. Я покажу вам сейчас, как раз нет очереди, вот здесь можете посмотреть, какая температура воздуха, какая температура воды в бассейнах. Можете ознакомиться с ценами, здесь они разные, для взрослых, для детей, смотря в какое время дня вы его посещаете, дети до 3 років, безкоштовно. Ну и вход украшен так, чтобы вы могли сделать фотографию, как будто вы были на Гавайях. Проходим через самое цветочное место Одессы. Если вы в Одессе, у вас есть возможность, приходите, фотографируйтесь, потому что эта красота не будет вечной. Это красота возле ночного клуба Итака, возле ночного клуба, возле пляжного клуба. Здесь есть, я уже как-то вам показывала, здесь есть бассейн, есть и ресторан, в котором можно поесть, его вот видно отсюда. И покажу вам, вот видите, какая большая зона этого комплекса. Глубина 1,25 м. Так, и смотрите, какие цены сейчас. Шезлонг 400 гривен, 500 гривен. Перша линия от моря, ліжко 1500, деревянный топчан 1300, бунгало 1700. Интересно, что такое Дубай? Так, ну, кто-то... Ой, это очень смешно, посмотрите. Кто мерзляк, сидит в кофте, а кто закаленный, купается и загорает. А возможно, это просто те люди, которые уже купили билеты, забронировали номера, приехали, а погода всех очень сильно подвела. Такая лодочка здесь, как это правильно? Каяк, что ли? Не знаю.
Я вижу, не все платные пляжи еще открылись. Здесь начинаются работы. Здесь будет платный пляж Редлайна, тоже ночной клуб, тоже пляжная зона. Уже поставили раздевалки, уже устанавливают такие мини-пальмочки. Слушайте, какое красивое зеленое дерево, оно как будто пластиковое. Устанавливают детскую горку и батут. В прошлом году здесь были такие бунгало. Наверное, в этом году они тоже будут. Рятувальный човник. Вот мы как раз пройдем по такой дорожке, чтобы я не шла в кроссовках по песку, и дойдем с вами к морю. Что все буйки или что это поприбивало к берегу. Видите, девушка как сгореть успела. Она еще этого не знает, но пантенолом ей придется сегодня помазаться. Выбрасывает вот такие мидии. Это съедобные мидии, и в одесских ресторанах их можно отведать. Кто-то любит, кто-то нет. Но считается, что они питаются, знаете, не самыми полезными продуктами. Они есть такие темные, есть такие посветлее. Кстати, видно, что они свежие, я даже без ножа их не открою. Вот видите, она уже не живая, ну вот так можно на них посмотреть, на содержимое. Меня часто спрашивают, чистый ли песок на пляжах. Да, на тех пляжах, что я бываю, песок чистый, никакого растительного масла и даже нету того запаха, который был зимой. Посмотрите, в принципе, такой песок везде. Даже в Аркадии еще не успели здесь устроить переворот, поэтому даже в Аркадии песочек, посмотрите, какой чистый. Многие приехали сегодня к морю, как вы видите. В заведениях людей много. Это львийская реберня, пахнет здесь вкусным мясом. Есть у нас таких пару заведений в городе. Ну, вот вы сами посмотрите, много столов занято. Мы, святая святых, заглянем в кухню. О, вот как это все готовится. И посмотрите, вам сказать, аромат просто потрясающий. Это кебабы или ребрышко? Это ребрышки. Ну и что за отдых в Одессе без горячей кукурузы? Вот такая она здесь продается в стаканчиках, не на качанчике. Один стакан маленький 100 гривен, большой 120 гривен. Есть с добавками пармезана и моцареллы. Это еще плюс к стоимости стаканчика 20 гривен. И хранятся они вот здесь в таких емкостях для того, чтобы кукурузка была горячей. Так, здесь какая-то программа. Сейчас посмотрим, как працюю з 8 до 20. А давайте. Шезлонг 300 гривень. Таке 600. По 1200 гривень на 4 особи. Я можу заглянути, так? Да? Дякую. Ой. Вот. Какой здесь пляж. Посмотрите, в форме руки. Можно сделать себе фото. Хорошая локация для фото. Сколько у вас на территории бассейнов? 3. 3 виходить дитячий, певно, так? Так. А у вас басейни з підігрівом чи ні? Без підігріву. Добре, дякую. Мы с вами находимся в пляжном комплексе Redline. Здесь мы начинаем с раздевалок, но и выходим уже на пляжную зону. Как вы видите, уже немного людей посещают это место, несмотря на то, что прохладно. Здесь много бассейнов, здесь хорошая большая территория для отдыха. Есть на территории и ресторанчик, и есть зона для проведения различных мероприятий. На территории есть ресторанчик. У вас, по-моему, живая музыка вчера периодически проходит здесь. Пианист. Да, вчера здесь был пианист, но мы с вами сюда не попали. Попали сегодня, вот так вот с видом на море. Здесь можно отдохнуть и вкусно поесть. Серьезная утка нас встречает. В таких пляжных комплексах очень часто есть какие-то, знаете, свои символы. Здесь внизу стоит вот такая
серьезная утка. Еще, видите, можно сказать, что туристов мало поприезжало, потому что много шезлонгов остаются пустыми. А все потому, что прохладно. Еще хоть здесь в комплексе тепло, потому что на солнце, но все равно не все хотят загорать. А здесь есть вот такой бассейн в виде кораблика. Смотрится очень интересно. Можно подумать, что ты где-то в Черном море на корабле, потому что, посмотрите, открывается какой вид туда на море. Так что приходите, можно почувствовать себя капитаном корабля. Я думала, экскурсия будет проезжать, но они сделали остановочку здесь. Не знаю, наверное, кто-то здесь выходит, а кто-то едет дальше. Собак тоже берут на борт. 5 минут. Так, 20-25 минут, 150 гривен. 7 километров. 7 километров. Это вы еще не пишете? Пишу. Не, говорите, пожалуйста. Это вдоль всех пляжей. Трасса здоровья. Угу. Хорошо, спасибо большое. Самая южная дорога. Хорошо, спасибо. Все, вы слышали. Так что, если вы хотите... Это, получается, конечная здесь и где-то на Ланжероне, да? Немо. И на Немо. Вот если вы сядете в Аркадии, то приедете прямо-таки на набережную Немо. Или наоборот. Спасибо, хорошего дня. Ну, а мы с вами зайдем в Черноморку. И куда же без самокатов? Ой, ну Аркадия это не то место, где нужно кататься на самокатах на такой скорости. Кто любит морепродукты, то такой ресторан, как Черноморка, вам точно подойдет, потому что здесь можно поесть и устрицы. Кстати, вот сейчас посмотрите, в каком они виде здесь хранятся. Чистая холодная водичка. Есть здесь и цены на них. И есть вот за 142 гривны, за 182. Есть дешевле, есть за 98 и за 112. Все зависит от вида устриц. Ну и, конечно, здесь есть различная черноморская рыбка. Черноморка когда-то была у нас и в области, не знаю, работает ли она сейчас в области, но и в Одессе тоже есть 2 ресторана. Кстати, с началом войны, знаю, за границей тоже открылись такие рестораны, и, по-моему, даже Черноморка есть в Варшаве. Здесь вы заходите, и когда вы сядете отведать черноморской рыбки, открывается перед вами прекрасный вид на море. Настоящее такое место у моря для вашего отдыха. Так что, если планируете приезжать в Одессу, ставьте на заметку еще одно хорошее место для посещения. Ну, чтобы вы понимали, загруженность некоторых заведений просто 150%, потому что люди даже стоят в очереди. Так, у кого-то плохое настроение. Что-то в Аркадии не купили. Не пошла дальше по трассе здоровья, потому что что-то здесь пригрело солнышко, и мне немножко жарко, поэтому я возвращаюсь. Я увидела вот этот куст роз. Нашей бабушки когда-то в саду росли вот точно такие розы, куст был поменьше, но их аромат я запомнила на всю свою жизнь. Не знаю, все же у нас в Украине остаются люди, которым, наверное, не хватает адреналина. И периодически на аттракционах можно увидеть людей, которые его для себя там находят. И можно перенестись и в виртуальную реальность. Сесть на такие кресла, вам наденут очки, и вы попадете в совершенно другой мир. Примерно сеанс 250-300 гривен. И мир, в который вы попадете, вы выбираете сами. С такой летней Аркадии хочу передать вам огромную благодарность. Спасибо за то, что вы у нас есть, спасибо, что вы нас поддерживаете. Я так люблю встречать наших зрителей, и сегодня без вас не обошлось, просто не все хотят сниматься на видео. Еще раз спасибо вам большое за поддержку, и спасибо, что вы у нас есть. Я вам от всего сердца говорю, что мы вас искренне очень любим. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока.